Всем привет! С вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. Сегодня предлагаю связать вот такой интересный узор. Мне кажется, он идеально подойдет для вязания пледа. Также можно вязать и другие изделия для женщин, для мужчин. Можно связать шарф таким узором. Лицевая сторона, изнаночная. На спице набираем количество петель кратное 10 плюс 2 кромочных. Высоту узор повторяем 14 рядов. На спицах у меня 22 петли. Буду вязать 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Первую кромочную снимаю не провязывая. Вяжем первый раппорт. 6 изнаночных. Дальше перекрещиваем петли. Первая за работой, вторая петля перед работой. Провязываем эти петли лицевыми. Следующие 2 петли также будем перекрещивать. Первая петля перед работой, вторая петля за работой. Вяжу эти 2 петли лицевыми. Повторяю раппорт. 6 изнаночных, перекрещиваем петли, первая перед работой, вторая за работой, вяжем их лицевыми. Следующие 2 петли, первая петля перед работой, вторая петля за работой, вяжем их лицевыми. Последняя кромочная петля, изнаночная. Второй ряд и все парные ряды вяжем по рисунку, как смотрят петли. То есть изнаночные вяжем изнаночными. Лицевые петли провязываем лицевыми. И так во всех парных рядах. Вяжем третий ряд, кромочная. 5 изнаночных. Дальше перекрещиваем петли. Первая перед работой, вторая петля за работой. Провязываю обе петли лицевыми. Вяжите таким образом, чтобы петли не были скрещенными. Дальше. Первая петля перед работой, вторая за работой. Также перекрещиваем петли и вяжем их лицевыми. Дальше лицевая и повторяю раппорт. 5 изнаночных, перекрещиваем петли, вторая петля перед работой, вяжем их лицевыми, перекрещиваю петли, первая петля перед работой, вторая за работой, вяжем эти обе петли лицевыми. Лицевая, кромочная. 4-й ряд вяжем по рисунку. 5-й ряд кромочная. Вяжем 4 изнаночных. Здесь уже хорошо видно, смотрите как. Изнаночная за работой и лицевая, вторая петля перед работой. Обе петли вяжу лицевыми. И эти петли всегда перекрещиваем тоже следующим образом. Первая перед работой, вторая за работой. Вяжем их лицевыми. 2 лицевых. Повторяем раппорт. 4 изнаночных. Вторая петля перед работой. Провязываем обе петли лицевыми. Первая петля перед работой, вторая за работой, вяжу их лицевыми. 2 лицевых и кромочная.
Седьмой ряд. Кромочную снимаем, вяжем 3 изнаночных, вторая петля перед работой, провязываю обе петли лицевыми, дальше перекрещиваю петли, вторая за работой, первая петля перед работой, вяжем их лицевыми, 3 лицевых и повторяю раппорт. 3 изнаночных, перекрещиваем петли, первая петля за работой, дальше снова перекрещиваем петли, первая петля перед работой, 3 лицевых, кромочная. Девятый ряд. Кромочная, 2 изнаночных, первая петля перед работой, вторая за работой, вяжем обе петли лицевыми, дальше первая петля перед работой, вторая за работой, провязываю обе петли лицевыми, 4 лицевых и повторяю раппорт. 3 изнаночных, то есть вернее 2 изнаночных, дальше перекрещиваем петли, первая за работой, вяжем их лицевыми, снова перекрещиваю петли, первая перед работой, провязываю обе петли лицевыми, 4 лицевых, и кромочная. Вяжем 11 ряд, кромочная, изнаночная, перекрещиваем петли, вяжем обе петли лицевыми, еще раз перекрещиваем петли, первая перед работой, вяжем их лицевыми и вяжу 5 петель лицевыми. И повторяем раппорт. Изнаночная, перекрещиваем петли, вторая петля перед работой, провязываем 2 петли лицевыми, снова перекрещиваю петли, вяжу лицевая, лицевая, 5 лицевых. Тринадцатый заключительный ряд, кромочную снимаю, вторая петля перед работой, провязываю обе петли лицевыми, дальше вторая петля за работой, первая перед работой, провязываю петли лицевыми. Теперь 6 петель лицевых. Итак, провязали один раппорт и повторяем. Первая петля перед работой, вторая за работой, провязываю обе петли лицевыми, первая перед работой, вторая петля за работой, вяжу их лицевыми, 6 лицевых. 14 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли, и затем узор повторяем с первого ряда. Вот такая красота получается. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.